Российский авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов» нанес-таки беспощадный ракетный удар. К сожалению, как мы и опасались, удар попал по Воронежу и другим российским городам. Нет, это на самом деле так. Вот смотрите, я одновременно вижу новости о том, как «Адмирал Кузнецов» месяц плыл со своей базы в Северном флоте в сторону Сирии, где Россия ведет довольно странную и очень дорогостоящую войну, непонятно для чего. Одновременно с этим я читаю ответы, которые администрации российских городов шлют мне по нашему проекту «Росяма». Пользователи сайта по всей стране требуют починить чудовищно разбитые дороги, хотя бы в крупнейших городах. Тем более, что по закону вот эти ямы обязаны заделывать в течение 10 дней по нормам ГОСТа. И последнее время все мэры городов начали отвечать нам удивительно прямо: у нас нет денег. Вот отличный пример с тем самым Воронежем. На одной и той же дороге нашли несколько ям, но несмотря на то, что в администрацию неоднократно направлялись заявки на выделение денег, ответ был такой: финансирования хватает только на магистральные улицы. И вот в это же самое время, в этот же момент, когда автомобилисты Воронежа бьются своей подвеской о ямы, на починку которых нет денег у администрации, «Адмирал Кузнецов», дымя черными трубами, плывет в Сирию. Давайте просто посчитаем. Судно имеет запас топлива 10 тысяч тонн мазута. Расстояние от Североморска до берегов Сирии 5500 морских миль. Расход топлива при скорости 14 узлов, это нормальная скорость для такого плавания, составляет 850 литров мазута на 1 морскую милю. При этом мы знаем, что судно очень старое, оно 1991 года постройки. И там работают только 3 из 4 главных двигательных агрегатов. Идет очень большой перерасход топлива, которое не сгорает. Именно поэтому мы видим этот замечательный черный дым. Давайте с вами просто грубо прикинем по тем данным, которые публиковались в СМИ. Пусть мощность будет примерно 70% от проектной. На самом деле меньше, но возьмем столько. Тогда можно считать, что при своей средней текущей скорости в 10 узлов «Адмирал Кузнецов» потребляет те самые 850 литров мазута на 1 морскую милю. Дальше простейшая математика. 850 литров умножаем на 5400 миль. Таким образом, для того, чтобы доплыть до Сирии, нужно как минимум 4590 тонн флотского мазута. Стоит он примерно 14 тысяч рублей за тонну. И получается, что только топливо для того, чтобы сгонять туда и обратно до Сирии, стоит 128 миллионов рублей. Вот и выходит, что деньги, которые очень нужны для ремонта дорог в главных городах страны, мы зачем-то просто сожгли, чтобы прокатиться в Сирию и обратно. Нет, если бы у нас было бы денег море, так чтобы вести военные операции по всему миру и держать дороги в идеальном состоянии, тогда вопросов нет. Но сейчас, получается, это вопрос приоритетов. И в войне этих приоритетов Воронеж, Ростов и Краснодар почему-то безусловно проигрывают Сирии. Кто-то мне, конечно, возразит и скажет: воевать в Сирии надо, это вопрос безопасности, террористы могут проникнуть в Россию, будут жертвы. А знаете, что я на это скажу? Террористов у нас и ближе полно, например, на Северном Кавказе, не обязательно искать их в Сирии. А что касается жертв, тут уж извините, дороги важнее. В России каждый год на дорогах гибнет по 25-30 тысяч человек. И ужасное состояние дорожной сети – одна из главных причин ДТП. Поэтому вкладывать деньги в дороги – это, еще раз извините, в 100 раз важнее для национальной безопасности, чем и Сирия, и Асад. И, кстати, не только Сирия побеждает нас в борьбе за бюджетные приоритеты. Один из ответов чиновников вообще выглядит фантастически. Вот смотрите, мэрия города Волгоград сообщает нам, что денег для того, чтобы заделать огромную яму, у них нет в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Ну это просто замечательно. А на черта мы вообще тогда тащим к себе чемпионат мира и включили Волгоград в список городов, где будут проводить матчи, если там настолько нет денег? Мы тратим миллиарды на строительство стадионов для того, чтобы один раз пустить иностранцам пыль в глаза. И у нас нет денег для того, чтобы починить дорогу, на которую каждый день тысячи наших людей разбивают свои автомобили. Волгоград — это же все-таки не деревня какая-то, это город с миллионным населением. Уж не говоря о том, что это будет довольно странное зрелище. К новому сверкающему стадиону болельщики будут подъезжать по чудовищным ухабам.
Это все одна из огромных проблем нашей страны и нашего правительства. Мы все делаем для того, чтобы на нас обратили внимание иностранцы. Пусть здесь все к чертовой матери вообще развалится, рассыплется, но чтобы все видели, плывет наш корабль к берегам Сирии, и не жалко нам потратить на это миллиарды. Проведем чемпионат мира по футболу и построим самые дорогие стадионы. И они действительно самые дорогие в мире. И нам наплевать на то, что еще 5 лет у нас не будет не на что чинить дороги и покупать лекарства в больнице. Вот так и горят наши с вами нефтедоллары. Там повоевали, здесь Олимпиаду провели, тут чемпионат мира по футболу. А вот это вот помощь иностранным государствам. А остались в итоге у разбитого корыта. Или вернее, в современных реалиях, у огромной дорожной ямы, починить которую нет денег. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.